Привет! Честно говоря, тема колонок для меня не особо актуальна, потому что для домашних и всяких увеселительных мероприятий у меня уже года 2 или 3 лежит JBL Charge третьего поколения. Нормальная колонка, я бы даже сказал, крутая для своего формата. Мне ее хватает более чем, но у нее есть один минус. Стоит она даже сейчас, спустя вот эти 2 или 3 года, $100. А если хочется что-то побюджетнее, тоже вопрос, что ж брать-то? И вот именно такими мыслями я добрался до колонки от компании Tronsmart T2+. Тем более на бумаге у нее характеристики, а именно мощность, ровно такая же. И сейчас, как обычно, кратко, а сегодня даже еще более кратко, я вам о ней расскажу. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. С компанией Tronsmart я познакомился буквально недавно. Примерно недели 3 назад ко мне приехали их наушники Spunky Beat, которые оставили крайне приятное впечатление. И я подумал, что может и остальная продукция у них на таком же уровне. T2+ это такой брусок весом 500 с небольшим граммов. Спереди и сзади все прикрыто металлической сеткой, а по бокам soft-touch пластик. В целом колонка выглядит неплохо и даже не по-китайски, при этом относительно небольшая, в руке помещается. Но если сравнивать, она поменьше, чем моя JBL Charge 3. Правда, этот soft-touch пластик у меня буквально на второй день уже потерся по углам, что немного странно. Да и вообще корпус колонки неплохо так собирает отпечатки пальцев. На верхней грани поместили кнопки, при этом кнопки управления громкостью переключают еще и треки, если их долго удерживать. Клавиша M отвечает за переключение режима, и их тут 3. Bluetooth воспроизведение, AUX и воспроизведение с флешки. Также, если у вас две таких колонки, их можно соединить в стереопару. Все порты находятся на задней части под резиновой заглушкой. А заглушка здесь потому, что у колонки стоит защита IPX7, то есть на даче под дождем слушать музыку можно спокойно. Кстати, о комплектации. Сюда положили шнурок, прям вот как от ботинка, провод для зарядки Type-C, что меня порадовало, ну и сама AUX-кабель. На нижней части разместили две резиновые ножки для устойчивости, но они не очень помогают. И на максимальной громкости колонка начинает неплохо так прыгать, предположительно в сторону Китая. Один раз это меня подвело. Включив музыку и поставив колонку на полку, через минуту, уйдя в другую комнату, я услышал характерный удар об пол. Тест на живучесть: после падения с 1 метра колонка прошла достойно. Никаких дефектов после этого обнаружено не было. За металлической сеткой спереди, если приглядеться, виднеется два излучателя по 10 условных ватт каждый, и один пассивный стоит сзади. Напомню, что у третьей JBL Charge характеристики ровно такие же, правда пассивных радиаторов там стоит 2, и они размещены по бокам снаружи. Честно говоря, сегодня совершенно нет никакого желания плясать вокруг да около. Колонка для меня это продукт, который в первую очередь должен хорошо играть, а остальное уже не важно. При этом каких-то особенных требований к звуку нет. Для меня в таких колонках важно 3 параметра: бас, середина, чтобы откровенно не сваливалась в глухоту, ну и запас по громкости. И с запасом по громкости у T2+ полный порядок. Даже на максимальной громкости колонка уже орет, а на максимальной, что понравилось, она не начинает захлебываться. Но есть и минусы. На самом деле самое дурацкое, что можно сделать в тесте колонок, это записать их звук на микрофон. Ну и пожалуй, в этот раз для наглядности именно так и сделаем. Тем более разницу между одинаковыми по мощности колонками, если будете слушать в наушниках, вы услышите сразу. Для записи звука будет использоваться конденсаторный микрофон. Буквально минуту буду включать колонки по очереди на одинаковом уровне громкости. Поехали! Пишите в комментарии, почувствовали разницу или нет, а тем временем, что услышал я. Хоть колонки играли на одном уровне громкости, за счет меньшей объемности T2+ как будто играет тише. При этом середина мне у нее понравилась больше, на JBL она немного глуховата. Но по басу T2+ катастрофически проигрывает, его практически нет. Кстати, про автономность.
На 100% громкости колонка за 1 час садится примерно на 10-15%, то есть получаем 7-8 часов в таком режиме работы. Т2 Plus сейчас можно купить на Алиэкспрессе за 30 баксов, но если прямо сейчас. И за эти деньги она в принципе неплохая. По мне, самый нормальный вариант ее использования — это на шашлычках, на улице, там, где за счет открытого пространства басы вообще не важны в принципе, зато очень важна громкость. Вот там Т2 Plus проявит себя во всей красе. Дома все-таки в закрытом помещении басов уже немного не хватает и звучит она плосковато. Ну, как по мне. Пишите в комментарии, как вам Т2 Plus. Ну, если видео было полезным, поставь лайк и подпишись на канал. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.